Серия природных катастроф охватила планету. Снегопады в Турции и Архангельской области, сильное наводнение на востоке США, в Краснодарском крае и в китайской провинции Шэньси, обрушение дороги в Индии, а также другие не менее важные события. Обо всем этом через несколько секунд в выпуске «Горизонт событий». Приветствую, друзья! В восточной части Турции неожиданно наступила зима. Первый снег выпал во многих регионах, в том числе в известном центре зимнего туризма Эрзуруме. Снегопад начался ночью и продолжался до утра, укрыв город и окрестности плотным белым покрывалом. Жители Эрзурума были удивлены столь ранним наступлением зимы в середине октября. На популярном горнолыжном курорте Паландокен высота снежного покрова достигла 20 сантиметров, создав полноценные зимние пейзажи. Всего от снегопада пострадали 15 районов провинции Эрзурум. Наблюдался снегопад также в провинциях Карс и Анталия, а также в высокогорном восточном городе Бингёль. По данным метеорологической службы, холодный фронт привел к резкому падению температуры по всей стране, которая в некоторых регионах опустилась на 6-10 градусов ниже сезонной нормы. Такой внезапный переход от осени к зиме заставил власти выпустить предупреждение для нескольких провинций, призывая жителей подготовиться к дождю, снегу и сильному ветру. Мощный шторм, обрушившийся на северо-восток США, стал причиной трагического крушения небольшого самолета на шоссе в Дартмуте в штате Массачусетс. В результате происшествия погибла супружеская пара из Мидлтауна. Помимо жертв на борту, в результате крушения пострадал один человек, находившийся на земле. Его автомобиль был задет обломками самолета. После крушения на шоссе возник пожар, который быстро потушили спасатели. Движение по трассе в обоих направлениях было перекрыто для проведения следственных действий. Обломки самолета были удалены с места происшествия только после того, как следователи завершили осмотр. Расследование обстоятельств крушения проводит Национальный совет по безопасности на транспорте. Мощный шторм с микрошквалом обрушился на город Темпе в понедельник днем, повредив жилые комплексы и оставив более 130 человек без крыши над головой. Ураганный ветер, достигавший около 113 км в час, валил деревья, обрывал линии электропередачи и повредил здания. В большей степени пострадали районы в восточной части долины, включая Темпе, Месу и Феникс. Сильнее всего пострадал один из жилых комплексов в Темпе, где порывами ветра были повалены деревья, часть которых упала прямо на здание. Владельцам одного из автосервисов пришлось бежать в укрытие, когда сильный ветер начал все вокруг крушить. Без электричества остались не менее 34 тысяч абонентов. Зафиксированы незначительные повреждения стадиона Mountain America Stadium. Власти города Темпе организовали для всех пострадавших временные убежища. Мэр Темпе Кори Вудс, проживший в городе более 22 лет, назвал этот шторм самым сильным из всех, что он когда-либо видел. После мощного удара стихии в городе продолжаются восстановительные работы, однако для полного восстановления могут понадобиться недели. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными подобные события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях о том, что происходит в вашем регионе. Первый снег прошел вчера в Архангельске, что стало началом зимы для жителей города. Приход холодного циклона из северных регионов привел к понижению температуры и выпадению осадков в виде мокрого снега, который, по прогнозам синоптиков, не задержится надолго. Поскольку снег был мокрым и не привел к образованию наледи, серьезных происшествий на дорогах не зафиксировано. Городские службы готовы к уборке снега, однако, учитывая характер осадков, их вмешательство пока не требуется. Трое итальянских полицейских погибли в результате взрыва, который произошел во время операции по выселению в городке Кастельдацано, недалеко от Вероны. Взрыв был устроен 3 братьями и сестрой рано утром во вторник, когда полиция и пожарные прибыли на ферму, чтобы осуществить выселение. Жильцы, 2 братьев и сестра в возрасте 50-60 лет, наполнили помещение газом, и когда представители правоохранительных органов открыли дверь дома, раздался взрыв. Погибли 3 карабинеров, еще 13 полицейских получили ранения.
Фермерский дом в результате взрыва обрушился. Двое подозреваемых, брат и сестра, были задержаны на месте происшествия и с ожогами доставлены в больницу. Третий брат, который пытался сбежать, вскоре был найден и также арестован. Прокурор Вероны заявил, что смерть полицейских квалифицируется как преднамеренное убийство. В доме были найдены газовые баллоны, что подтверждает версию о спланированном нападении. На восточное побережье США обрушился мощный шторм, который принес с собой проливные дожди, штормовой ветер и масштабные перебои с подачей электроэнергии. Стихия затронула прибрежные регионы от Северной Каролины до Новой Англии. Сильнее всего пострадали Нью-Джерси и южная часть штата Нью-Йорк. Губернатор Нью-Йорка и власти Нью-Джерси в понедельник объявили чрезвычайное положение, призвав граждан не покидать свои дома. По данным Национальной метеорологической службы, уровень воды в некоторых областях поднялся на 90 сантиметров выше обычного, что стало причиной затопления дорог и подвалов. Наиболее сильный за последние десятилетия подъем воды был зафиксирован на побережье Джерси-Шор. В заливе Барнигат вода подошла к дверям домов. На Лонг-Айленде и в южных районах Нью-Йорка порывы ветра достигали 100 км в час. В Нью-Йорке из-за непогоды отменили ежегодный парад в честь Дня Колумба, а в пригородных зонах временно закрыли несколько прибрежных дорог. В результате шторма около 30 тысяч жителей в штатах от Нью-Джерси до Массачусетса остались без электричества. Волны размыли прибрежные дюны и пляжи, сильный ветер повалил деревья и рекламные щиты. Сообщается о 3 погибших. Из-за мощных ливней в Краснодарском крае на Кубани снова оказались разрушены временные мосты. Деревня Молдавановка оказалась изолирована. Наводнение произошло ночью, уровень реки Шапсуха поднялся, и она смыла недавно восстановленные переправы, которые были установлены после августовского потопа. Администрация района заверила, что угрозы для жилых домов нет, поскольку основной поток воды и оползень проходят южнее построек. Подрядчики начали работы по подсыпке грунта для восстановления временного моста. Также сообщается, что с утра среды спасатели начали устанавливать веревочную переправу, чтобы люди могли пересечь реку. Вчера паромная переправа, связывающая Кюндяды и Нюрбу, завершила свою работу в навигационном сезоне 2025 года. Экипаж парома совершил последний рейс, торжественно объявив о закрытии навигации. Это событие знаменует собой переход региона к зимнему режиму транспортного сообщения, когда река станет непроходимой до следующего года. В ближайшее время на реке установится лед, и после соответствующей проверки безопасности будет открыта ледовая переправа, которая заменит паромное сообщение на зимний период. До тех пор жителям придется пользоваться объездными путями или другими видами транспорта. Лидер на рынке робособак, китайская компания Deep Robotics, представила гуманоидного робота DR-02, первого робота промышленного уровня нового поколения с уровнем защиты IP66 и способного ко всепогодным работам на открытом воздухе. Основным преимуществом своего андроида производитель считает широкий диапазон использования в рабочих температурах от минус 20 градусов до 55 градусов Цельсия, благодаря чему робот может плавно переходить между сухими помещениями завода и дождливыми наружными средами или от низкотемпературных холодильных установок к высокотемпературным цехам. На Солнце произошла вторая по силе вспышка за 4 месяца. На Солнце наблюдается прогнозировавшееся вчера значительное усиление активности. В соответствии с ожиданиями, сегодня может быть достигнут многомесячный пик по силе солнечных вспышек. Графики показывают непрерывный рост фонового излучения Солнца, которое за сутки выросло в 4 раза и приближается к уровню М. Иными словами, Солнце в данный момент формирует потоки рентгеновского излучения на уровне сильных вспышек.
была зарегистрирована вспышка уровня М4И8. Согласно каталогам, это второе по силе событие за последние 4 месяца. В течение сегодняшнего дня, как ожидается, может быть, впервые с начала лета достигнут уровень вспышек X. Вчера в интервале времени между 2 и 4 часами ночи по московскому времени с Солнца был выброшен один из самых крупных в этом году протуберанцев, наблюдавшийся последние несколько дней на восточном краю звезды и все это время понемногу смещавшийся в сторону Земли. Протуберанцы такого размера всегда выбрасываются Солнцем в космос, так как это единственный способ для звезды избавиться от структуры такого размера. Траектория его пройдет точно между планетами Меркурий и Земля, ни одна из которых, судя по всему, в итоге задета не будет. В аэропорту Даллас-Форт Уэрт произошел инцидент, в ходе которого сотрудник наземной службы потерял контроль над заправочным шлангом, что привело к масштабному разливу авиационного топлива. Происшествие случилось в субботу, когда рабочий заправлял самолет American Eagle. В момент отсоединения шланга от воздушного судна рабочий, по-видимому, потерял над ним контроль, и напор топлива начал бить фонтаном. В течение почти минуты шланг хаотично двигался под самолетом, распыляя легко воспламеняющееся топливо на перрон и фюзеляж. На место происшествия немедленно прибыли пожарные и аварийные службы аэропорта, которые оперативно ликвидировали разлив. Близлежащие гейты были временно закрыты. К счастью, никто не пострадал. По предварительным данным, самолет и инфраструктура аэропорта получили минимальный ущерб. Точное количество пролитого топлива не уточняется. Авиакомпания American Airlines и ее топливный подрядчик, компания Menzies, совместно с руководством аэропорта проводят расследование для выяснения причин инцидентов. В провинции Шэньси, как и в соседних регионах, в Китае продолжается осеннее наводнение, вызванное проливными дождями. Уровень воды в реке Вэйхэ, притоке Хуанхэ, превысил критическую отметку, что привело к разливу. Министерство водных ресурсов Китая еще 12 октября объявило 4-й максимальный уровень экстренного реагирования на наводнение в провинциях Шаньси, Хэнань и Шэньси. По прогнозам специалистов, в середине октября в среднем и нижнем течении Хуанхэ ожидается первый в году пик наводнения с расходом воды до 6000 кубических метров в секунду. На фоне этого власти призывают к тщательному мониторингу гидрологической обстановки, усиленному патрулированию береговых линий и своевременному предупреждению населения. Стоит отметить, что в 2020 году провинция Шэньси уже переживала наводнение. В конце июля из-за сильных дождей и наводнения на реке Бэйло в городе Янань был объявлен 3-й уровень чрезвычайной ситуации. В калифорнийском зоопарке в Сан-Диего 10-летняя западная равнинная горилла по кличке Дэнни разбила один из 3 слоев толстого закаленного стекла в своем вольере. Инцидент произошел в субботу на глазах у напуганных посетителей. Представители зоопарка объяснили, что такое поведение является естественным для молодых самцов гориллы, особенно в подростковом возрасте. Всплески энергии, демонстративные движения или столкновения с предметами – часть обычного поведения молодых животных. После инцидента сотрудники зоопарка оперативно огородили место происшествия. Пока панель не заменят, Дэнни и его сородич будут находиться в закрытой части вольера. Во вторник в Колумбии в американском штате Теннесси произошел сход с рельсов грузового поезда. Из соображений предосторожности была эвакуирована расположенная рядом Колумбийская академия. Пожарные сообщили, что в составе поезда находилась цистерна с пропаном, которая сошла с рельсов. Поэтому эвакуироваться было предложено также жителям ближайших домов вблизи места крушения. Власти перекрыли ближайшие дороги, направив движение по объездным маршрутам. Большинство сошедших с рельсов вагонов были пустыми, однако потребовались значительные усилия для расчистки путей. Расследование обстоятельств происшествия продолжается.
Мощный атмосферный фронт, принесший сильные ливни и ураганный ветер, обрушился на южную часть Калифорнии, вызвав наводнение. В результате стихии затопленными оказались улицы в округе Ориндж и Северном Голливуде. Спасателям пришлось вытаскивать людей из разлившейся реки Лос-Анджелес. Из-за подтоплений пострадали дома и магазины. В районе бассейна Сепульведа спасатели провели операцию по спасению 2 человек и 2 собак из разлившейся реки Лос-Анджелес. Шторм стал первым серьезным испытанием для штата в этом сезоне. В округе Лос-Анджелес в районах с недавними пожарами было объявлено предупреждение о внезапных паводках и грязевых потоках. Ожидается, что шторм принесет сильные дожди и в другие части штата, что может вызвать новые наводнения и проблемы с электроснабжением. Службы экстренной помощи продолжают оставаться в состоянии повышенной готовности. Жителям рекомендуется соблюдать осторожность, особенно вблизи рек и в районах, подверженных наводнениям. В понедельник днем в штате Мадхья-Прадеш обрушился участок объездной дороги на востоке города Бхопал, недалеко от деревни Билкирия. В результате инцидента образовался кратер глубиной около 9 метров и длиной около 100 метров. К счастью, в момент обрушения на этом участке дороги не было транспорта, поэтому никто не пострадал. Дорога была перекрыта, на месте работают службы по расследованию причин обрушения и организации объезда. Корпорация дорожного строительства Мадхья-Прадеша сообщила, что у данного участка дороги не было постоянного подрядчика для технического обслуживания, и ремонтные работы выполнялись по мере необходимости. Начато расследование, чтобы выяснить, стало ли причиной обрушения конструктивное несовершенство, ненадлежащая система водоотведения или халатность в проведении проверок. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.